В 3 первых видео я объяснил, почему 3 синоптические Евангелия были написаны не позднее 62 года нашей эры. А в этом видео я рассмотрю доказательства сторонников точки зрения о том, что Евангелие от Иоанна было написано после 80-го года, и расскажу, почему я с ними не согласен. В следующем видео я приведу аргументы в пользу того, что Евангелие от Иоанна было написано вскоре после смерти Иисуса. Вы можете сами выбрать любой стих в Евангелии, за исключением последней главы, которая на самом деле была добавлена позже, и убедиться, что нет никаких разумных доказательств того, что он должен был быть написан после 50-го года. Я полагаю, что автор 4-го Евангелия, скорее всего, начал писать его в 30-х годах, через несколько лет после смерти Иисуса, и закончил к 50-м годам. Джон Робинсон, известный исследователь Нового Завета и епископ и декан Кембриджа, в своей книге «Передатировка Нового Завета» процитировал слова Остина Фаррера о современных теориях датировки Евангелий. Датировки всех этих книг подобны группе пьяных, идущих из кабака домой, держась за руки. Каждого держат на его месте другие, но ни один из них сам не стоит прочно на ногах. И как только мы отказываемся от традиционной поздней датировки синоптических Евангелий, аргументы в пользу поздней датировки Евангелия от Иоанна рушатся под собственной тяжестью. Итак, давайте обсудим проблемы с 5 стандартными линиями аргументации в пользу поздней датировки Евангелия от Иоанна. Во-первых, священномученик Ириней, епископ Леона, является нашим самым ранним письменным источником, сообщившим о том, что Евангелие от Иоанна якобы было последним Евангелием и было написано апостолом Иоанном. Около 180 года нашей эры он написал ровно одно предложение в своей книге «Против ересей», в книге 3, главе 1.1. После этого Иоанн, ученик Господа, который также возлежал на его груди, сам опубликовал Евангелие во время проживания в Эфесе в Азии. Обычно это называют церковной традицией или цепью церковного предания, но Ириней нигде не объясняет, откуда он взял эту информацию, и не описывает никакой последовательности достоверных свидетелей, восходящей к самому автору. То есть эта цепь предания просто висит в воздухе, начиная с заявления человека, который никак не мог быть свидетелем событий, произошедших за много десятилетий до его рождения. Также идея о том, что 4-е Евангелие было последним, не является независимой от других. Если верить, что апостол Иоанн написал Евангелие, когда он жил в Эфесе в конце своей жизни, то оно, естественно, должно было быть написано в конце века. А более поздние авторы, например, великий историк церкви Евсевий, наверняка прочитали об этом в книге Иринея и не могут считаться независимыми источниками информации. Ученые часто упоминают как источники имена епископов начала II века Папия и Поликарпа, которые сами учились у апостолов или их учеников, но ни их сохранившиеся цитаты, ни пересказы их слов и идей другими авторами не упоминают авторство или датировку Евангелия от Иоанна. К тому же странно, каким образом люди считают одну идею непреложной истиной, ибо она взята из древних книг отцов церкви, но другие идеи из тех же книг просто игнорируют. Например, никто не верит свидетельствам антимаркионитских прологов о том, что епископ Иераполя Папий был близким учеником апостола Иоанна и записывал его Евангелие, пока Иоанн тщательно диктовал. Или что апостол Иоанн жил достаточно долго, чтобы подвергнуть критике учение еретика Маркиона примерно через 100 лет после смерти Иисуса. И никто не верит утверждениям фрагмента Муратори о том, что апостол Андрей тоже дожил до глубокой старости и участвовал в написании 4-го Евангелия вместе с Иоанном. И никто не отождествляет Евангелие от Матфея с неким не дошедшим до нас собранием изречений Иисуса, которые, по утверждению Папия, были записаны на арамейском языке апостолом Матфеем. И большинство ученых не согласны, что Евангелие от Иоанна и Откровение Иоанна Богослова написаны одним и тем же автором, как утверждал Ириней в той же книге о ересях. И иногда я сам соглашаюсь с церковной традицией из древних книг, когда она противоречит мнению большинства ученых и вообще современных христиан. Например, Иероним цитировал мнение Климента Александрийского, который жил примерно между 150 и 214 годами нашей эры, что Марк, ученик апостола Петра, написал свое Евангелие еще при жизни Петра, который успел прочитать и одобрить его, и утверждал, что Марк умер около 62 года, будучи первым епископом Александрии. Жаль, что эта традиция не помешала ученым утверждать, что Евангелие от Марка было написано после 66 года, хотя я считаю, что Евангелие от Марка действительно было написано гораздо раньше 62 года, и что вполне возможно и даже вероятно, что Марк, как помощник апостола Петра, показал ему свое Евангелие и получил одобрение.
Вторым источником поздней датировки являются якобы поздние фальшивые пророчества в Евангелиях о разрушении храма. И я объяснил в моих предыдущих видео, почему они не были ни фальшивыми, ни поздними и даже не были пророчествами в нашем понимании этого слова. Что это не предсказание будущего, а пророческие предостережения против злоупотреблений со стороны религиозных властей, буквально и явно копирующие стиль пророчеств из Ветхого Завета. И, как я уже говорил, в отличие от синоптических Евангелий, 4 Евангелие вообще не предсказывает разрушение храма. В стихе 19 главы 2 Евангелия от Иоанна Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». и стих 2.21 добавляет: А он говорил о храме тела своего. автор не мог написать это после 70-го года. Если автор знал, что храм уже разрушен, и помнил, как Иисус говорил о разрушении храма, то зачем бы ему было отвергать такое пророчество, как недоразумение, и добавлять, что Иисус не говорил о разрушении храма? Евангелист мог бы, по крайней мере, объединить эти две идеи, написав, что Иисус говорил им как о храме тела своего, так и о реальном храме в Иерусалиме. Итак, официальная поздняя датировка 4 Евангелия объединяет сразу два ошибочных утверждения. Во-первых, что оно было написано после 3 синоптических Евангелий, и во-вторых, что сами синоптические Евангелия были написаны после восстания и начала Иудейской войны в 66 году. Третьим источником поздней датировки Евангелия от Иоанна является утверждение, что его автор якобы не только знал о синоптических Евангелиях, но даже написал свою книгу как реакцию на них. Возможно, самое раннее такое заявление было записано великим церковным историком Евсевием в IV веке нашей эры в его истории церкви, книга 6, глава 14.7. Последним из всех Иоанн, увидав, что внешние факты были разъяснены в Евангелиях, под настоянием своих друзей и вдохновленный Духом, составил духовное Евангелие. Это рассказ Климента. Но, как и в случае с другими свидетельствами, Климент Александрийский, на которого ссылается Евсевий, не оставил нам никаких объяснений, почему он так думал. Он родился около 150 года и не мог быть свидетелем каких-либо событий, связанных с написанием Евангелий за 50 или 100 лет до его рождения. И эта теория никогда не была доказана достаточно убедительно, чтобы получить полное признание, что само по себе является свидетельством отсутствия явных связей между 3 синоптическими и 4 Евангелием. Когда два текста действительно связаны между собой, как сами 3 синоптические Евангелия, легко обнаружить многочисленные прямые совпадения, цитаты или реакции друг на друга. Плюс невозможно доказать, что один текст был написан раньше другого, просто найдя между ними связь. Нужно еще найти аргументы, что именно последний текст основан на первом, а не наоборот. Например, если последний текст демонстрирует настолько явные улучшения, что если бы наоборот первый текст был написан позже, то его автор должен был бы своим редактированием нарочно портить текст своего предшественника. В других случаях доказать это довольно сложно, и никто не сделал этого для мнимых связей между Евангелием от Иоанна и синоптическими Евангелиями. Наличие схожих слов, выражений, историй и даже рассказов в одном и том же порядке, на которые ссылаются сторонники этой теории, вполне ожидаемо от любых двух книг, описывающих одни и те же события и основанных на одной и той же устной традиции, даже если их авторы не знали друг о друге. И вообще, утверждение, что Евангелие от Иоанна было написано просто как дополнение к синоптическим Евангелиям, можно опровергнуть чисто логически. Во-первых, просто невероятно, чтобы любимый ученик Иисуса не нашел никаких проблем или разногласий в Евангелиях, написанных людьми, которые даже не претендуют на то, что они встречали Иисуса, и счел их настолько идеальными, что ему осталось просто что-то добавить к этим текстам, вместо того, чтобы рассказать всю евангельскую историю от А до Я или от Альфы до Омеги своими словами, излагая собственную точку зрения. Во-вторых, читая Евангелие от Иоанна, мы сами видим, что его автор не просто добавлял материал к синоптическим Евангелиям. Он расходится с ними во мнениях по нескольким важным вопросам. Например, была ли Тайная вечеря пасхальной трапезой, как утверждается в синоптических Евангелиях, из чего следует, что Иисус умер в день Пасхи. Или же Иисус умер за день до Пасхи, как утверждается в 4 Евангелии. В-третьих, трудно себе представить, чтобы автор Евангелия от Иоанна, учитывая его разногласия во мнениях с другими евангелистами и личный опыт как любимого ученика Иисуса, прочитав другие Евангелия, нигде и никогда не покритиковал бы их, хотя бы в безличной манере, не упоминая имен, подобно тому, как в 21 главе критикуются некие слухи о том, что Иисус якобы обещал любимому ученику, что тот доживет до второго пришествия.
Например, автор мог бы написать о том, что есть некие ошибочные слухи о поступках или учении Иисуса, в которых мы бы узнали неявные цитаты из синоптических Евангелий. Но ничего подобного мы в Евангелии от Иоанна не видим. Нет никаких реальных внешних или внутренних доказательств того, что четвертое Евангелие было написано после 3 других Евангелий, кроме голословных утверждений в древних книгах, написанных через несколько веков, да и те приходится принимать избирательно, игнорируя другие подобные утверждения из таких же древних книг. Четвертый источник поздних датировок – это утверждение, что Иоанн написал Евангелие в качестве реакции на еретические учения, такие как гностицизм. Сам святитель Ириней в той же книге «Против ересей», книге 3, главе 11.1, утверждает, что Иоанн, ученик Господа, проповедует сию веру и, возвещая Евангелие, стремится устранить то заблуждение, которое Киринф распространил среди людей. Киринф был ранним гностиком, который придерживался еретических адопционистских взглядов, от латинского слова «adoptio» – «усыновление», то есть верил, что божественный Христос или Логос взял на себя управление как бы усыновленным Богом, праведником по имени Иисус из Назарета, и покинул Иисуса перед его смертью. Если бы Евангелие от Иоанна действительно было написано как реакция на Киринфа, то оно должно было быть написано довольно поздно, после того, как идеи Киринфа получили достаточно широкое распространение, чтобы их имело смысл обсуждать. Я не думаю, что сегодня многие верят этому утверждению Иринея, потому что, во-первых, он не предоставляет никаких доказательств своих слов, хотя бы переданные через третьи руки слова какого-нибудь заслуживающего доверия свидетеля. И во-вторых, если вы решили написать целую книгу для того, чтобы опровергнуть чьи-то взгляды, было бы очень странно, если бы вы в этой книге никогда не упомянули своего противника, не намекнули на его существование, не объяснили, в чем состоят его теории и даже не попытались прямо их разоблачить, опровергнуть или осудить. Если Ириней был прав и Евангелие было посвящено развенчанию ересей, то почему оно не было написано так же, как, собственно, книга самого Иринея, которая буквально называется «Против ересей» и непосредственно опровергает и осуждает эти ереси? Разумеется, Евангелие от Иоанна не поддерживает адопционистские взгляды или другие гностические верования. Например, о том, что Вселенную создал некий демиург, или что существует множество уровней божественных сущностей, так называемых эонов, но оно также не осуждает их напрямую, а в основном обсуждает проблемы и рассказывает истории, которые не имеют никакого отношения к гностицизму или адопционизму. Некоторые люди даже утверждали, что Евангелие от Иоанна само является гностическим, поскольку в нем говорится, что Иисус существовал вечно как божественный логос. Правда состоит в том, что четвертое Евангелие не имеет ничего общего с гностицизмом. Оно было написано за десятилетия до того, как были созданы эти гностические теории. Да, можно взять некую цитату из Евангелия и объяснить, чем она противоречит той или иной гностической или иной еретической идее. Но если это было изначальной целью автора, то почему он сам этого не сделал? Достаточно сложно убедить людей, даже используя все логические аргументы, которые только можно найти. Но какой смысл писать целую книгу в ответ на некоторые ложные теории вашего оппонента и надеяться, что он сам завяжется в морской узел, пытаясь найти в вашей книге цитаты, имеющие отношение к его убеждениям, и подбирая к вашим тезисам логические аргументы, чтобы доказать свою собственную неправоту? Автор Евангелия никак не отреагировал и не мог отреагировать на еретические учения второй половины первого века, потому что они еще не были выдуманы и распространены в то время, когда он писал свою книгу. Пятый источник поздних датировок представляет собой группу аргументов, основанных на легко опровержимой идее о том, что авторы книг должны писать о преобладающих идеях своего времени. Если вы хотите выяснить, когда была написана книга, просто найдите период времени, когда идеи автора были широко распространены в том обществе, к которому он принадлежал. Евангелие от Иоанна было якобы написано после 80-го года, поскольку философские убеждения автора лучше соответствуют настроениям, господствовавшим в христианской общине конца первого века. Многие исследователи Нового Завета используют эту идею как стандартный подход, но он также логичен, как утверждение, что Гарри Поттер был написан в средние века, поскольку речь идет о ведьмах и магии, или что «Капитал» Маркса был написан в середине 20 века, потому что именно тогда его идеи получили наибольшее распространение. Но если вы автор Евангелия и настолько умны и образованы, что, живя в преимущественно неграмотном обществе, можете читать и даже писать книги на 2-3 языках, то ваши личные взгляды не обязательно должны совпадать с мнениями окружающих. Даже сегодня в любом обществе одни люди разделяют общепринятые мнения, а другие нет.
В 4 Евангелии нет ни одной идеи или мнения, на развитие которого потребовались бы десятилетия и которое нельзя было бы высказать в 33 году нашей эры. Некоторые утверждают, что Евангелие от Матфея было ранним текстом, поскольку оно демонстрирует наибольшее уважение к классическому иудаизму, что соответствует временам, когда последователи Иисуса еще считали себя не отдельной религией, а самыми правоверными иудеями, принявшими предсказанного в еврейской Библии Мессию, тогда как Евангелие от Иоанна они считают поздним текстом, поскольку оно соответствует времени, когда после проповеди апостола Павла церковь стала гораздо более греческой из-за большого количества крещенных язычников. Но даже сегодня есть буквально миллионы людей, религиозных иудеев, которые очевидно уважают иудаизм гораздо больше, чем Матфей и любые другие христиане. А среди христиан уважение к Танаху, еврейской Библии, варьируется от полного отказа от него в стиле апостола Павла или даже Маркиона, как буквально Ветхого, то есть устаревшего Завета, до проявления к Ветхому Завету такого же уважения, как и к Новому. Что касается греческих философских влияний, любой мог писать о Пифагоре и Платоне или находиться под их влиянием даже в IV веке до Рождества Христова. Более того, невозможно представить, что человек, живший в Римской империи I века нашей эры и настолько хорошо знавший греческий язык, чтобы написать целую философскую или религиозную книгу вроде Евангелия от Иоанна, никогда не читал Платона. Мы часто поражаемся способности древних авторов запоминать целые абзацы из Библии, Гомера или Платона и цитировать их в своих произведениях. Но мы должны помнить, что они перечитывали эти книги снова и снова, десятки и сотни раз, потому что у них просто не было других книг для чтения. Даже апостол Павел во многих случаях неявно цитировал Платона, как, например, в знаменитой метафоре Павла или Платона о том, что, живя в смертном теле, мы видим реальность как будто сквозь тусклое стекло. Нет никакого закона, запрещающего цитировать книгу 400-летней давности как слишком раннюю для вашего времени. Использование автором Евангелия во фразе «В начале было слово» такого философского понятия как логос, развитого греческими философами Пифагором, Гераклитом, Платоном и их учениками, а также поздними стоиками, вполне естественно для человека, умеющего не только читать, но и писать философские книги на греческом языке, такие как Евангелие, даже если он был иудеем и жил в Галилее. Забавно, что те же ученые, которые утверждают, что Евангелие от Иоанна должно было быть написано в конце I века, поскольку оно демонстрирует влияние греческой философии, часто сами как часть этого влияния вспоминают Филона Александрийского, писавшего в первой половине века. Филон был самым известным еврейским философом-платоником начала I века. Он писал на греческом языке и находился под влиянием как Библии, вернее Септуагинты, так и Платона. Жил в городе Александрия в Египте и умер около 50 года нашей эры. И это явное доказательство того, что автору Евангелия не обязательно было находиться под влиянием общепринятых христианских мнений конца I века, чтобы использовать в своих книгах греческие философские идеи. И мы даже не можем утверждать, что если автор был христианином, то его слова должны были соответствовать официальным церковным догматам своего времени, потому что этих догматов еще не существовало. До IV века, когда епископы стали имперскими чиновниками и могли использовать власть Римской или Византийской империи для утверждения среди паствы своих богословских идей, люди, называвшие себя христианами, придерживались самых разных философских и теологических убеждений. Не было властей, которые могли бы запретить кому-либо излагать в своих трудах идеи греческих философов в 35 году нашей эры так же легко, как и в 100 году. Я согласен, что некоторые части Евангелия могут даже намекать на идеи реинкарнации, начиная от утверждения о вечном предсуществовании Иисуса до его рождения, которое было полной анафемой для традиционного иудаизма, и до более тонких моментов, таких как слова Иисуса Никодиму о том, что нужно родиться свыше или снова, и о том, что дух подобен невидимому дующему где угодно ветру, и вопрос Никодима, как старик может снова стать младенцем, и реакция Иисуса, который вместо того, чтобы просто сказать Никодиму, что тот неправильно его понял, что старики младенцами стать не могут и что Иисус имел в виду обычное крещение в стиле Иоанна Крестителя, начал с ним спорить и обвинять его в непонимании и неверии. Некоторые люди воспринимают это как доказательство того, что автор был неким якобы подпольным гностиком конца I века. Но почему, собственно? И пифагорейцы, и платоники, которых очевидно читал автор, за несколько веков до рождения Иисуса буквально верили и в предсуществование души до рождения, и в реинкарнацию. И подобные же якобы гностические влияния до гнозиса были обнаружены в свитках Мертвого моря, датированных до восстания 66 года.
А новые идеи, например, о том, что Иисус является воплощением или инкарнацией Логоса, которого древние философы считали той творческой силой, через которую Бог создал и управлял Вселенной, исходили либо от автора, либо от самого Иисуса. Все философские идеи были когда-то кем-то впервые сформулированы. Они не просто выросли сами по себе, как преобладающее мнение масс, или решение большинством голосов некоего устанавливающего догматы совета. Нет никаких оснований полагать, что Евангелие от Иоанна должно было быть написано позже других, поскольку на него повлияла древняя греческая философия. Гораздо естественнее признать, что это были убеждения и новые идеи автора, скорее всего исходившие от самого Иисуса. Кроме того, как отмечает Дэниел Уоллес, якобы поздние философские идеи четвертого Евангелия на самом деле созвучны ранним идеям 50-х годов в посланиях апостола Павла. Например, так называемая высокая христология, то есть учение о природе Христа, объявляющее Иисуса не только еврейским мессией и Сыном Божьим в том же смысле, в котором применяли этот термин к себе цари из династии Давида, но и вечным божественным логосом, через которого Бог создал мир, не было чужда и другим ранним христианам. Например, Иисус назван Богом в послании Павла к римлянам 9.5, послании к евреям 1.8 и даже во втором послании Петра 1.1. Хотя, справедливости ради, можно заметить, что точно установить дату написания второго послания Петра не представляется возможным, а мнение Павла о божественности Иисуса было неоднозначным. Например, в первом послании к Коринфянам 8.4 он пишет: «Нет иного Бога, кроме единого». Но, тем не менее, мы не можем утверждать, что подобные идеи вообще не рассматривались до конца века. Антидокетическая теология, то есть осуждающая тех, кто утверждал, что Иисус якобы был призрачным божественным существом, которое только казалось человеком, присутствует даже в послании к Колоссянам. А идея Евхаристии или причащения вообще восходит ко временам Иисуса. Это не более позднее изобретение, как утверждают некоторые. Уже в первом послании к Коринфянам 11:23-27 упоминается, что ранняя церковь практиковала Евхаристию с хлебом и вином. Все это один из вариантов распространенного заблуждения, что если мы ничего не знаем о конкретных исторических личностях, то мы обязаны предполагать, что они были средними людьми своей эпохи. Некоторые даже называют это научным подходом. Но наука имеет дело со статистическими распределениями вероятностей. Мы можем сказать, что данный конкретный результат эксперимента настолько далек от среднего значения, что случается один раз на миллион испытаний. Но мы не можем просто схлопнуть все статистическое распределение к среднему значению и заявить, что любое отклонение от среднего невозможно. То же самое и с людьми и их взглядами. Мы не можем утверждать, что никто в конкретную эпоху не мог значительно выделяться из толпы и отклоняться от среднего, и что книги можно датировать по их соответствию наиболее общепринятым на данный момент мнениям. Практически все великие достижения в области науки и философии являются контрпримерами, опровергающими это утверждение, поскольку именно выражение взглядов, которые не совпадают со взглядами среднего человека их эпохи, и делает их великими. И каковы бы ни были ваши личные убеждения, исторический факт заключается в том, что Иисус самый влиятельный человек, а Евангелие – самые читаемые книги за всю историю человечества. Поэтому странно утверждать, что их авторы должны были быть самыми обычными жителями Римской империи первого века нашей эры и не могли придумать нечто, радикально отличающееся от мнений окружающих их людей. Но есть один нюанс, о котором я подробнее расскажу в моем следующем видео. Хотя мы не можем датировать книгу, основываясь на общих философских взглядах автора, мы можем датировать ее по реакции автора на конкретные проблемы окружающего его общества. Мы можем заподозрить, что книга является более поздней подделкой, если ее автор обсуждает вопросы, которых просто не было и не могло быть в предыдущей эпохе. Например, если автор утверждает, что пишет в 50-м году, но при этом рассказывает о назначении епископов. Но в Евангелии от Иоанна не обсуждается ни одна такая более поздняя проблема. Если мы, опять же, умеем отличать проблемы, которых вообще не существовало до определенного момента времени, от вопросов, которые просто не были настолько обсуждаемы, как в другие годы. Вот, например, одна проблема, которую цитируют те, кто датирует Евангелие от Иоанна после 80-го года, утверждая, что она не существовала в ранней церкви. Конфликты между последователями Иисуса и теми иудеями, которые ему не верили, как описано в Евангелии. Например, утверждается, что излеченный Иисусом слепой и его родители якобы не могли бояться быть изгнанными из синагоги за поддержку Иисуса, поскольку христиан официально перестали пускать в синагоги гораздо позже.
Но тот факт, что такие конфликты стали более систематическими в последующие десятилетия, не означает, что их не существовало при жизни Иисуса. Естественно, что те, кому не нравилось его учение, были враждебны к нему и его последователям, что выражалось в конфликтах, начиная от словесных споров и заканчивая изгнанием из синагог и вынесением приговора самому Иисусу Синедрионом. Таким образом, ни один из аргументов в пользу поздней даты Евангелия от Иоанна не является убедительным. Они не только не доказывают, что Евангелие было написано после 80-го года, но даже не приводят никаких реальных косвенных подтверждений этой гипотезы. Все эти аргументы основаны либо на древних слухах, записанных более чем через столетие после написания Евангелия, либо на ошибочном прочтении и толковании его текста, либо на неверной оценке обстоятельств, при которых оно было создано, либо на ничем не доказанной мнимой зависимости Евангелия от более поздних текстов, либо на неверной поздней датировке синоптических Евангелий. В моем следующем видео я расскажу о положительных причинах полагать, что Евангелие от Иоанна было написано гораздо раньше 70-го года нашей эры.